Итак, ребят, всем здорово, мы в эфире. Сегодня, значит, закачал я 17-ю формулу. Сегодня, значит, мы погоняем с вами в карьере. Специально запустил стримчанский, чтобы показать вам все. Так, ладно. Итак, ребят, всем здорово, мы в эфире. Сейчас, секунду, я забыл. Значит, закачал я 17-ю формулу. Сегодня, значит, мы погоняем с вами. Так, все. Лыжник Вася, здорово. Так. Так, все. Ребят, значит, напишите вы пока в чате, за кого будем гонять. Я вообще хочу за Форс Индию. Ребят, за кого гонять? Давайте пишем. Ну вот, кроме вот этих вот первых 4. Либо Форс Индия, либо Рено, либо Тороросса, либо Хаас. Макларен и Заубер, но не хочу я что-то совсем. Лыжник Вася, чтобы стать модератором, надо быть очень часто на моих стримах. Или хотя бы задонатить рублей 5. Тогда я тебя сделаю модератором. Так, ребят, давайте с кого? Ребят, все, короче, давайте. Так, значит, давайте пока посмотрим Хаас. Штаб-квартира Конополис, США. Счастье, F18. О, Хаас, кстати, двигатель Феррари. Так, у Тороросса, значит, штаб-квартира Фаенца, Италия. Так, шасси СТР-12, двигатель Рено. Так, ну у Рено понятно, что Рено двигатель. Так, у Макларен, Мерседес. Ладно, давайте ой, у какого Макларен, Форс Инди. Так, ребят, значит, с вами будем играть за розовую пантеру. Захара, Форс Индия. Выбираем. Все, давайте, поехали. Так. Давайте с вами, наверное, сделаем товарища по команде себе. Давайте Перес. Так, ребят, все. Играем Сахара Форс Индия. Товарищ по команде Сергио Перес. Все. Начать карьеру. Так, значит, что у нас здесь? Прогресс выключен. Так, помощь уровень компьютерных пилотов 50. Так, 25% гонки. Так, вот знаете, что-то включаю флешбэк, а флешбэк у меня сам не делается. Значит, будем с вами ездить без флешбэков. Так, помощь любитель, помощь торможения средняя, плюс системы. Так, все. Так, ребят, все, поехали. Так, ребят. Значит, донатик у нас. Ссылочка в описании на донат. На мою страничку ВК и группу тоже вы найдете ссылочки все в описании. Первый заезд у нас, значит, в Австралии. Первый уикенд. Ребята, напишите, меня хорошо слышно. Загрузочка.
Вот. Сахара, Форс Индия, Формула 1 Team. Вот наши дружбаны. Эмма Дженкинс. Это наш менеджер. Она 16-й формуле была. But my client has a championship to contest. So if you want our participation, I'm afraid the concessions are mandatory. Вот такой у нее наш кабинет. Сахара, Форс Индия. Goodbye. No one ever just signs the contract. Anyway, thanks for coming by on such short notice. I just needed to cover a couple of quick things with you before you race. Firstly, as requested, there's a copy of your contract. It's a rolling deal. However, the team reserves right of termination if you fail to meet performance standards. You're second driver for now, but work hard, hit your targets, and I'll be able to sweeten the deal. I'm also looking to get you into some invitational events throughout the season. The experience and exposure from these will be great for your image. Plus, you'll get to drive some nice historic cars. Now then, go get ready for the next session. And good luck. Все, контракт составлен. Сейчас, значит, будем гонять уже. Сейчас меня отправят в штаб-квартиру. Новый контракт. Зараз, типа, добро пожаловать, Сахара, Форс Индия, Формула 1 Team. Рада видеть вас в команде. Теперь ждем возможности тесно с нами, с вами поработать в будущих сезонах. Вы начнете свою карьеру у нас как второй пилот, а вашим напарником будет Сергей Перес. Вам предстоит сотрудничать, чтобы обеспечить быстрое развитие как машины, так и команды. А теперь вперед, заработайте нам побольше очков с уважением руководитель команды. Так, все, поехали. Значит, можно осмотреться. Я вот управляю рулем. Вверх-вниз педалями можно посмотреть. Кстати, вот в 16-й формуле почему-то у меня это не работало. Кстати, прикольно. Вон там люди сидят. Вот мои товарищи. Круто достаточно. Так, давайте откроем ноутбук, посмотрим, что у нас здесь есть. При помощи этого ноутбука вы управляете своей карьерой вне трассы, знакомить доступными вам действиями и информацией. Когда будете готовы, отправляйте в гараж и приготовьтесь к первому свободному заезду. Так, вот я, значит. Вот смотрите, у меня шлемак там, вон справа. Так, так, давайте с вами посмотрим, что у нас здесь есть. Параметры болида. Силовая установка состоит из компонентов 6 типов. Каждый из них обладает собственными слабыми сторонами. Бла-бла-бла. Все понятно. Официальные правила на каждый сезон по 4 образа. Каждый компонент их может свободно менять между сессиями или даже в течение сессии. В этом случае, однако, вы потеряете время. Так, понятно. Значит, это у нас двигатель внутреннего сгорания. Они у нас будут изнашиваться. Кинетический рекуператор, тепловой рекуператор, система хранения энергии, турбонаддув, управляющая электроника. Здесь достаточно круто у нас. Так, коробка передач. Коробка передач, значит, здесь тоже меняется. Так, дальше у нас вот значение шина Weekend. Так, значит, на первом свободном заезде у нас, значит, 5 комплектов суперсофта и 2 комплекта софта. На второй свободный заезд у нас 6 комплектов ультрасофта. Или это не 6 комплектов? Напишите в комментарии. Значит, комплект суперсофта. Третий заезд у нас, значит, тоже с ультрасофт, суперсофт. Потом ультрасофт. Ладно, понятно. Дальше. Обучение, освоение трассы, контроль резины, квалификационный темп, ДРС, пит-стопы, правила выбора шин. Так, вот давайте вот правила выбора шин посмотрим. Tyre selection is a critical issue in Formula 1, and the current tyre regulations give individual drivers more freedom than ever. Pirelli allow 13 sets of dry tyres and 7 sets of wet tyres for a full race weekend, so you need to be careful to make your allocation last the distance. From the dry sets, 3 are pre-selected by Pirelli and marked as mandatory for Q3 in the race, but drivers can adjust their allocation for the other 10 sets from the 3 available compounds.
Just remember, during the Grand Prix, every driver must use one of Pirelli's mandatory tyres plus one set on a different compound. Tyre selection is a critical issue in Formula 1, and the current tyre regulations give individual drivers more freedom than ever. Понятно. Так, что нам еще нужно? Вот, экономия топлива нам еще написать. In today's era of hybrid engine technology, Formula 1 employs a strict maximum limit on the fuel load. In order to run as light as possible, teams will tend to underfuel their cars, but this means drivers need to save fuel during the race. Fuel saving can be achieved through certain engine settings or by using a technique called lift and coast. This technique involves lifting off the throttle a few meters before the normal braking zone and allowing the drag from the air to begin the process of slowing the car. This reduces the amount of fuel used while keeping the speed relatively high. The best place to employ lift and coast is at the end of a long straight into a heavy brake. Стратегия гонки. The race strategy program is all about developing a personal race strategy. This test will help the team to understand how much fuel is required and also the best tyre policy to employ for the race. The results are determined from data which is directly affected by your driving style, so managing your fuel and tyre wear during the test, for example, will result in a strategy that caters to these. Over the course of the Formula 1 season, each driver is limited to a total of 4 power units and 4 gearboxes, with penalties issued for going over that limit. Each component wears with use, which causes performance degradation over time. Drivers will have to monitor the wear levels of each relevant component and choose when to swap them out for fresh units, in order to find the best balance between... Так, привет, на топ. Так, все вроде. Так, значит, посмотрели мы все с вами. Так, ну что, давайте приступаем, значит, с вами к свободному, к первому свободному заезду. Я немного приболел. Андрей, не кричи, пожалуйста. Загрузочка идет. Ребята, я почему-то не могу пропустить, так что заставочку будет всегда отдельная ставка, я почему-то не могу пропускать. Нажимаю вот на Enter. Что-то не получается. Ладно. Welcome to our viewers from around the globe. You join us just as today's practice session for the Australian Grand Prix is about to start. Now then, Anthony Davidson, there's been a lot of talk over the last few weeks about track limits. How much is too much when you're cutting corners and running wide? What are your thoughts on this? And do you think we'll be seeing drivers pushing those limits this weekend? Well, I'd be disappointed if we didn't, frankly. If race control want to clamp down on drivers wandering off the track, then it's up to them to police it. As a driver, you're being paid to get your car around the circuit as quickly as possible, don't forget. So if you're not pushing those limits, if you're ignoring the advantageous line, then you're not doing your job properly. Now, I agree that, you know, we have these white lines there for a reason, and we do want to see those limits enforced, but for me, it's not a driver's responsibility to do that. In the unforgiving world of Formula 1, free practice sessions are a vital part of any Grand Prix weekend. During your F1 career, you'll be able to utilize these sessions to complete practice programs, which will help you learn the track and earn you points that can be invested in developing your car. You'll also be able to adjust your car setup over the course of these sessions to try and find those extra fractions of a second. Morning, it's Jeff here. I'm looking forward to working with you as your race engineer. Hope you've had your coffee, because we have a lot of work to do today to get ready for the season ahead. We're ready to fire up the car. Why not head out and get a few early laps under your belt? Так, вот освоение трассы. Сначала у нас будет освоение трассы, потом будем контроль резины, экономия топлива, квалификационный темп. И возможно... Не, или сначала строительная гонка, потом квалификационный темп. Так, давайте с вами сначала освоение трассы попробуем. Так, старт, выехать, поехали. Let's get a few laps under our belt. На розовой пантере едем.
Арин, меня совсем не слышно. Так, ДРС. Ребята, если кто знает, как блокировку колес сделать, иначе не получается. Кстати, ребят, сегодня у нас Формула-1, значит, в Сингапуре. Ой, да-да-да, год 2.55 у нас. Кто хочет посмотреть, говорю, на Матч ТВ будет гонка. Так, все, начинать сейчас так. Approaching the DRS zone. Watch your MFD for the activation point. Максимально скорость. Сейчас вот. Ай-яй-яй. Здесь полетел. Ай-яй-яй. Соглашусь. Так, отлично. И на что мы скорости? Good work. You seem to have a solid handle on the lap. Let's try and perfect each turn. Remember that chain. Давайте с вами вернемся сейчас в гараж. Когда в игре кто-то говорит, и ты говоришь, что не слышно. А, окей, я понял. Так, все, давайте теперь с вами контроль резины. Так, старт. Так, давайте с вами так, круг схода. Сразу. This test is all about tyre management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. There's 4 laps of fuel remaining.
lap so we can analyze the Ребят, вот что мне data. нравится Off в this нашей lap. формуле. То, что здесь один раз уже проехал по твоей резине, да? И все, второй раз уже можно не ехать. Ой, точнее, в следующий раз. В 16-й форме это надо было проехать 14 подряд. И за это просто больше времени может тратить. Так, ну давайте вернемся в гараж. Так. Давайте дальше, значит, экономия топлива. Расхода. Поехали. We're testing fuel management here, so try to lift and coast going into the corners. Don't be too aggressive on the power, but remember, you still have to beat the minimum lap time.
Box this lap, please. Box this lap. Так. Давайте теперь. Да, So far, our fastest lap is a 1:31.2. А, блин, 8 минут осталось у нас. Окей. Так, завершим сессию. An interesting practice session there then. На шестом Let's месте. remind ourselves of the top three, who are Vettel, Raikkonen and Valtteri Bottas. Thank you for joining us for free practice today. Ладно, нормально. Извиняюсь за посторонние звуки. О! Наш грузовичок. Ah, you got my message. Perfect. Welcome to home away from home. We get more real-time data from the factory now than ever before, and it all comes through here. So I have to spend more time checking over the reports and less time hunting you down in the hospitality suite. To that end... Sorry, just a sec. Yeah, Chris, is this important? I'm in the middle of something. Oh, okay. Right. Well, that makes no sense. Have Sarah reset the simulation and run it again. Okay. Sorry about that. As I was saying, we've set up a desk for you at the front here. You can get onto the network from your laptop, so make sure to check the R&D screen regularly. And let us know how you want to use the data that we've collected over the weekend and through the practice programs. Also, bear in mind that the news from the factory won't always be good. Sometimes tests fail, like you've seen just now. And when that happens, we have to divert additional resources to fix it. C'est la vie, I'm afraid. Итак, ребят, ресурсы, значит, ну, понятно, это уже все. Так, итоги. О! А, нам еще дополнительно дали, да. Ребят, знаете, что я не понял? Почему он, короче... Зачем он не мог, что ли, отклонить этот телефонный разговор? Он, короче, с нами разговаривал, тупо взял и ответил на звонок. Где логика? Окей. Так.
Так, это у нас что? Так. Значит, аэродинамика, шасси, устойчивость, силовой агрегат. Так. Знаете что, я думаю, нужно лучше сначала вот это вот. Общий износ. Так. Значит... Так, потом... Потом отвечать за общую массу. За максимальную мощность. Так. Аэродинамика. Так, я думаю, вот это еще можно вот разработать. И давайте тогда пока что все. Так, да, наверное, все. Так, ладно, все, поехали. Второй свободный заезд. Так. Что у нас здесь по шинам? Шины. Ладно. Поехали, второй свободный заезд. Так. Значит, давай сейчас с вами сразу же стратегию на гонку. Так, телекоманда. Так, и второй быстрый сектор. Быстрый загон. Так, значит, давайте стратегию на гонку. Круг схода. Сейчас уже у нас более вечерний. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy.
Just 4 laps of fuel remaining. Super job so far. We're getting great data. Stay focused. Так, ладно, давайте с вами, значит, вернемся в гараж. Так, и квалификационный тайм. На ультрасовсте. This is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Да, сам вышел второй сектор, я пошел. Отлично, правильно. That's the end of the program and plenty of useful data. Return to base when you can so we can go over it.
So far, our fastest lap is a 1 minute 30.4. Так. 11 минут, значит, осталось. Вторые мы с вами. Так, Ботас. Ладно, давайте завершим следующую сессию. As all the cars are now over the line, your top three again are Raikkonen, Vettel and Valtteri Bottas. That concludes... Ну ладно. Так, ресурсы нам дали. Осмотримся немножечко. Так. Ладно, ребят, поехали. 3 заезда. There's only a few cars out on track. We should consider getting out there. Стратегию гонки надо. Так, давайте теперь. Ребят, давайте с вами, значит, стратегию гонки попробуем на ультрасофте. Так, начнем сходу, все, поехали.
Да, конечно, Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Sergio sat in P8. Блин, срезал. Giving you some trouble out there. Don't be afraid to come in and tweak the setup if you need to, and we could chuck on a fresh set of tyres if they're getting worn.
Так, ребят, давайте с вами сейчас, значит, попробуем, чихать. Настройки графики. Блин, вот. Так, нет, не то. Дополнительные настройки. А, вот. Так, давайте пробуем на высоких настройках. Так. Так, прорисовка. Блин, дофига. Какой я третий? Quick look at the classification at the end of the session then. Here are your top three. Vettel, Hamilton and Kimi Raikkonen. Practice times are on the board then, but no... Guess who made the gossip columns this morning? Everyone's talking about this new rival you have. Check his stats out. Слушаем голосовую почту. Hi, just letting you know that we've had the team's expectations through for the upcoming qualifying session. Так. Квалификация 9 или выше. Сергио Перес. Погнать нам надо его. Так, все, поехали на разовую квалификацию. Welcome to Melbourne, where qualifying for the Australian Grand Prix should be getting underway shortly. Вот. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now, and it never gets any easier. Так, все, разовая квалификация на трассу, поехали.
Qualifying is complete and we're all set for an exciting race tomorrow. Your top three are Vettel, Raikkonen and Valtteri Bottas. О, Олеся, это ты, привет. Да, видишь, формул стримлю, вообще, да, офигеть. Так. Так, отлично, ушли на +2. Так, все слушаем голосовую почту. Hello. I just wanted to pass on the team's expectations for this race. Good luck. Так, ладно, закончу гонку за 7-ю позицию или выше. Победить Переза или 9-й или выше. Окей, ребята. Гран-при Австралии, гонка. Поехали. It's out with the old and in with the new here at Albert Park as we usher in what we hope will be a triumphant new era of Formula One racing. For our drivers, though, it's very much business as usual as they look to be first across that line and get their championship off to a winning start. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park circuit. 3.3 miles of public roads, all closed for the weekend of course, make for a bumpy racing surface with little undulation. There are 16 corners around the lake, but a couple of good passing opportunities as well, thanks in part to the DRS zones into Turn 1 and Turn 3. I'm joined today in the commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver, former F1 competitor, former world champion, and dare I say it, all-round top bloke as well. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season, and it's gone and rained on us. I imagine that that's not especially helpful for the teams, who are still trying to figure out, of course, what kind of performance they're all capable of. First of all, Crofty, and thanks for the glowing introduction. I just want to say it's a real privilege to be here. I can't wait to see what this competitive field has in store for us this season. Now, in regards to the weather, you're absolutely right. You know, we've just come here off the back of testing. It's the first opportunity to really gauge where the reliability is, where the performance is, how you stack up against your competitors in the Grand Prix, and now it all has to be kind of put on hold for a bit. So now the question becomes, who can be adaptable? Who has the wet weather pace, and who can make best use of these difficult circumstances to come out on top in these conditions? So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Hamilton, a Force India, and Verstappen, Ricciardo, Perez, Grosjean, and Lance Stroll, Kvyat, Hülkenberg, Felipe Massa, and Magnussen, Sainz, Palmer, Fernando Alonso, and Stoffel van Dorn, Ericsson, and Pascal Wehrlein completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, you've qualified higher than we expected, so let's try to build on this position for the rest. Сейчас, ребят, проверим.
Сейчас, ребят. Ребят, я не знаю, что это такое. Странно. Ладно, ребят, тогда я закончу стрим. Ладно, тогда подписываемся на канал. Не забываем самого поставить колокольчик. Лайки тоже. Ну ладно, всем пока. Возможно, скоро еще будет стрим по F1 2017.